Что же на самом деле произошло в самолете той ночью, что изменило настроение миллионов поклонников по всему миру? Почему этот короткий момент между Чингуком и Тэхёном заставил армию бесконечно плакать, оставив огромный вопрос, который остается без ответа по сей день? После нескольких дней домыслов и беспокойства Чингук наконец нарушил молчание, рассказав историю, которую никто не мог себе представить, стоящую за инцидентом с кровотечением из носа Тэхёна во время перелета в США. Его признание не только добавило эмоций к инциденту, но и вызвало глубокий страх и беспокойство по поводу истинного состояния Тэхёна. После того, как короткое видео, на котором Тэхён сидит на коленях у Чингука с кровотечением из носа, распространилось в социальных сетях, мир, казалось, на мгновение остановился. Армии по всему миру затаили дыхание, пытаясь осмыслить увиденное. Этот момент казался таким искренним, таким реальным. Он, казалось, раскрыл сторону BTS, которую редко видели раньше, уязвимую сторону, любящую сторону, сторона, которая напомнила всем, что за сценическим светом и вспышками камер все они люди, заботящиеся друг о друге. Однако вопросы без ответов лишь усугубляли тревогу. Что вызвало кровотечение из носа? И насколько серьезным было состояние Тэхёна в тот момент? И вот, наконец, ответ пришел от самого Чингука. Во вчерашней импровизированной прямой трансляции Чингук сидел один в своей комнате, его лицо было серьезным, но он старался сохранять спокойствие. В отличие от своего обычного поведения, на этот раз его улыбка была натянутой, словно он нес на своих плечах тяжелый груз. Без долгих вступлений, без каких-либо шуток, чтобы разрядить обстановку, Чингук сразу же обратился к инциденту, который не давал армии спать несколько дней. «Я знаю, вы все обеспокоены», — сказал он тихо, но четко, «и мне кажется, что мне нужно рассказать о том, что на самом деле произошло в том самолете». Одного этого предложения было достаточно, чтобы заставить миллионы сердец забиться в страхе и любопытстве. По словам Чингука, инцидент был не таким простым, как показался на видео. Он объяснил, что Тэхён почувствовал себя плохо еще до взлета. Его лицо было бледным, голос слабым, но, как обычно, Тэхён старался скрыть это, чтобы не беспокоить окружающих. «Он всегда такой», — сказал Чингук, делая паузу, словно вспоминая времена, когда его лучший друг всегда ставил других выше себя. «Тэхён не любит казаться слабым. Но я знаю, что он что-то скрывает». Это заявление вызвало поток комментариев от поклонников, требовавших дальнейших объяснений и надеющихся, что состояние Тэхёна не так серьезно, как они опасались. Затем Чингук описал момент, когда у него пошло носовое кровотечение. Он рассказал об этом так живо, что зрителям показалось, будто они были рядом с ним. «Мы только что закончили ужинать в самолете», он молча держался за голову, словно у него кружилась голова, сказал Чингук. Я на мгновение отвел взгляд, а когда обернулся, увидел, что из его носа течет кровь. Я не раздумывал ни секунды, просто хотел, чтобы он чувствовал себя в безопасности, поэтому притянул его к себе и посадил к себе на колени, чтобы я мог держать его и следить, чтобы он не потерял сознание. Эта история разбила сердце миллионов людей по всему миру, представляя, как Чингук, золотой макне группы, известный тем, что всегда заботится о своих одногруппниках, как младший брат, пытался утешить Тэхёна в этот критический момент. Больше всего фанатов потрясло следующее признание Чингука. Он рассказал, что это не первое носовое кровотечение за последние несколько недель. «У него такое было несколько раз», — сказал Чингук, и его голос был полон беспокойства. «Я знаю, что у нас плотный график, репетиции не прекращались, но мне было неприятно видеть его таким. Он никогда не жаловался, но я видел, что он измотан». Это откровение шокировало фанатов, оно наводило на мысль, что состояние Тэхёна может быть серьезнее, чем казалось. Многие начали строить предположения о некой неустановленной проблеме со здоровьем, некоторые даже обвиняли агентство в чрезмерной компенсации их графиков после возвращения из армии. Слезы чуть не полились из глаз Чингука, когда он продолжил: «Я просто хочу, чтобы все знали, что в то время я был напуган. Боялся потерять его даже на секунду. Знаю, это звучит драматично, но когда видишь, как кто-то, кто тебе дорог, истекает кровью без всякой видимой причины, ты понимаешь.
Эти слова сломали эмоциональную защиту Арми, они заполонили комментарии словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления Тэхёну. Многие сказали, что не могли перестать плакать, чувствуя искренность в каждом слове Чингука. Чингук завершил свое признание извинениями за беспокойство фанатов и пообещал, что всегда будет заботиться о Тэхёне, несмотря ни на что. «Мы созданы друг для друга, и я обещаю, что не позволю этому повториться без должного ухода», – твердо сказал он. Однако, несмотря на его ободряющие слова, загадка, окружающее состояние Тэхёна, остается неразгаданной. Что именно вызывает эти повторяющиеся носовые кровотечения? Простое истощение или есть другие проблемы со здоровьем? Почему агентство до сих пор не сделало официального заявления? Эти вопросы повисли в воздухе, оставляя ARMY на грани нервного срыва, а весь мир в ожидании следующей главы этой истории. Одно можно сказать наверняка: признание Чингука изменило отношение общественности к этому простому инциденту. Из того, что казалось милым и трогательным моментом, оно превратилось в предостережение о хрупкой стороне гламурной жизни BTS, которую редко видит публика. Честность Чингука сегодня вечером была не просто попыткой защитить друга, она открыла всем глаза на то, что даже суперзвездам нужно пространство, чтобы дышать, болеть и чувствовать заботу, без того, чтобы мир требовал от них совершенства. Заставит ли этот инцидент индустрию обратить больше внимания на здоровье айдолов? Или он просто на мгновение исчезнет из заголовков? И, что еще важнее, действительно ли Тэхён в порядке после ночи, которая изменила все? Или за улыбкой скрывается другая история? Эти вопросы сейчас преследуют каждую Арми, ожидая ответов, которые могут быть получены, а могут и нет. Однако, среди волны эмоций и домыслов, охвативших интернет в последние несколько дней, правда наконец-то вышла на свет, принеся огромное облегчение и открыв многим глаза на то, как быстро может распространяться неопределенная информация, вызывая всеобщую панику. После того, как различные международные СМИ, фан-аккаунты и так называемое «признание» Чингука стали предметом бурного обсуждения, заинтересованные стороны наконец выступили заявлением и подтвердили, что новость о признании Чингука относительно состояния Тэхёна после носового кровотечения в самолете на самом деле была ложью. Правда далека от того, что широко распространялась и вызвала бурные эмоции у фанатов. Это подтверждение сначала появилось в официальном заявлении Big Hit Music, опубликованном на их официальном сайте, а затем повторно опубликованном в различных социальных сетях. В своем заявлении агентство подчеркнуло, что вирусное видео, на котором Тэхён испытывает легкое носовое кровотечение в самолете, было реальным. Однако последующая история об искреннем признании Чингука во время прямой трансляции была полностью сфабрикована и стала результатом манипуляций с фрагментами старых видео в сочетании с фальшивыми переводными субтитрами, созданными безответственными лицами, желающими привлечь к себе внимание. Big Hit пояснил, что Чингук никогда не проводил прямой эфир для обсуждения инцидента, а все предполагаемые цитаты, циркулирующие в интернете, были полностью выдуманными. Этот факт также подтвердили несколько достоверных источников в международном фан-сообществе, которые позже предоставили разъяснения и доказательства того, что аккаунт, распространяющий эту историю, был новым аккаунтом без какой-либо четкой истории, использовал кадры из старого прямого эфира Чингука от мая, а затем отредактировал субтитры, чтобы они соответствовали инциденту с носовым кровотечением Тэхёна. К сожалению, многие крупные аккаунты сразу же процитировали эту историю, не проверив факты. Это показывает, как вирусность может вызвать огромную волну эмоций, даже если она основана на лжи. На короткой пресс-конференции Big Hit также предоставила обновленную информацию о состоянии Тэхёна. Они объяснили, что носовое кровотечение у Тэхёна было незначительной проблемой. Это обычное явление из-за сухого воздуха в салоне и легкой усталости после напряженного графика. Тэхёну немедленно оказали медицинскую помощь в самолете, и по прибытии в США он находился в хорошем состоянии. Никаких признаков серьезных или хронических проблем со здоровьем обнаружено не было. В конце заявления содержался призыв ко всем воздержаться от распространения слухов, поскольку они могут повлиять на психическое здоровье артистов и их поклонников.
Тем временем Чингук, который оказался в центре этих слухов, наконец-то кратко ответил на Уиверс. В своем посте он написал: «В последние несколько дней я видел много фейковых новостей обо мне. Я никогда не говорил ничего из того, что распространяется. Пожалуйста, не верьте слухам, у которых нет явного источника. С Тэхёном все хорошо, вам не о чем беспокоиться». Сообщение завершалось эмодзи в виде фиолетового сердца, фирменного символа привязанности BTS. Этот пост сразу успокоил большинство фанатов. Хотя многие все еще злились на тех, кто намеренно распространял ложную информацию ради кликов и популярности, вывод был очевиден. Новость о признании Чингука никогда не была правдой, вся эта история была просто выдумана для привлечения внимания в социальных сетях. Остается важный урок: проверяйте информацию, прежде чем верить ей и распространять дальше. В цифровую эпоху, особенно в таком большом фандоме, как ARMY, даже небольшой слух может за считанные часы перерасти в глобальную бурю. Тот факт, что Чингуку пришлось вмешаться, чтобы разъяснить эту ложную новость, показывает, насколько губительны мистификации для психологического благополучия айдолов и без того обремененных плотным графиком и общественным давлением. Наконец, этот инцидент служит напоминанием: хотя связь Тэхёна и Чингука крепка и реальна, не все истории о них правдивы. Видео в самолете было поистине трогательным, но драматический сюжет, который его сопровождал, был всего лишь вымыслом. Теперь ARMY могут вздохнуть с облегчением, зная, что Тэхён здоров, а Чингук так и не признался, как предполагалось. Самое главное, правда и сочувствие всегда должны быть в приоритете среди стремительного потока информации в мире кей-поп развлечений.